Всем добрый вечер. Те, которые практикуют, они знают, что чем больше они развиваются, чем больше они добиваются в жизни, тем больше зависти, ненависти, сплетен и всего-всего. Конечно, можно сигнорировать, но с другой стороны, это пожирает у нас энергию. Кроме всего прочего, если силы тебе дают в жизни многое, помогают выкарабкаться, помогают выйти из многих трудностей и прочего, то наша обязанность всегда помнить об этом, благодарить наших покровителей. Те силы, те духи, которые с нами рядом с рождения или даже до рождения, которые с нашим родом рядом находятся. И очень часто мы должны, обязаны, нужно это для нас, для нашей практики, обращаться к ним и просто благодарить их за то, что они нам помогают и не оставляют. Напоминать о том, что мы это ценим. Как бы усиливая связь между нами и теми силами, которые нам покровительствуют. Потому что магия это не только для того, чтобы наводить что-то, чтобы спасать кого-то, а еще для того, чтобы самосовершенствоваться, подниматься, быть лучше других. А для того, чтобы быть сильнее и лучше других, нужно чаще обращаться и чаще благодарить эти силы. Я уверена, что мало найдется тех, которые действительно настоящие практики, которые действительно делают то, о чем говорят. Я знаю таких людей, их несколько. А остальное, конечно, это полное фуфло, непонятно о чем. Особенно мистические программы последние, которых я их смотрю просто для смеха. Но очень больно осознавать, что вот так портят это имя. Имя колдунов, колдовства, когда показывают там, как святой водичкой там побрызгать, тогда ведьма не зайдет, и всякое такое. Это все чушь собачья, конечно. Ну, вопрос не об этом. Сегодня я хочу показать вам ритуал. Называется «Благодарность, клятва верности» или «Напоминание о себе», как хотите. Лучше проводить это, не очень часто, но и так время от времени, напоминая о своем существовании, о том, что вы благодарный человек. Можете поставить статуэтку алтарную вашего покровителя и ту статуэтку, к которой вы чаще всего, наверное, обращаетесь. Можете без статуэток просто подготовить алтарь по вашему усмотрению, по вашему вкусу. Я уже говорила и про алтарь, и про прочие. То есть, чем ярче, чем сильнее вы показываете свою благосклонность, тем больше получаете в ответ от этих сил. Конечно, можно абсолютно ни на что не тратиться, ничего не покупать. И просто делать какие-то то есть ритуалы, какие-то заговоры и так далее, не желая при этом тратиться на вот эти все принадлежности. Но я вас уверяю, что обратно вы получите такой же ответ. На вас тоже не потратятся и не особо вам будут помогать, и не особо будут приводить к вам людей, которые готовы оценивать ваш труд по достоинству. Даете, и вам дают. Берем стакан воды. Я извиняюсь, просто в конце дня немножко усталость чувствуется. Соль, кусок хлеба. Хлеб может быть любой. То, что я провожу, я написала сама, я это проводила, это очень действенный ритуал, очень сильный. Лучше проводите, когда вы чувствуете, что у вас будет очень много заказов, и поэтому вам нужно набраться сил. Или после того, как у вас было очень много работы, и вы просто хотите немножко отдохнуть, набраться сил, но при этом не забывая благодарить свои силы за помощь вам.
Я стараюсь, чтобы мои ритуалы соответствовали вот канонам тех именно работ, которые проводились до меня, много веков назад проводились и проводятся, и будут проводиться дальше. То есть не отклоняясь от законов магии. Экспериментировать нужно, но в меру. Итак, стоим. Желательно босиком, желательно, чтобы на нас не было никаких украшений. Даже снимите, если вы замужем, обручальное кольцо. Еще раз напомню, что как на пачке сигарет предупреждает Минздрав о том, что курение вредит вашему здоровью, я тоже говорю, что магия может навредить вашему здоровью и вашей жизни, если вы не посвященный человек и лезете сюда. Итак. Да, еще забыла сказать, что я уверена, что моими ритуалами пользуются даже те, которые не особо меня любят. Но я 100% уверена, что они их переписывают и пользуются. Это вне споров, поскольку я у многих из них ловила свои фотографии, свои работы, которые выдавались за свои. Ну, это нормальная вещь. На кого-то лает, но при этом пользуется славой этого человека. Это удел слабых, а слабых и несчастных людей вокруг нас, к сожалению, больше, чем уверенных в себе и сильных личностей. Поэтому привыкайте. Итак. Приветствую вас, силы вечные, силы всемогущие, силы вездесущие, славьтесь, о боги и духи Запада, мой вам поклон. О боги и духи Востока, мой вам поклон. О боги и духи Севера, мой вам поклон. О боги и духи Юга, мой вам поклон. О сферы воды, воздуха, огня и земли. О светлые и темные, о женское и мужское начало, о небо и преисподня, о демоны и силы света, всем поклон и почитание. И да приветствуете вы меня, мои покровители, мои учителя, мои кровные друзья и помощники. Укрепите меня, усильте и приумножьте мою силу. Спасите от врагов и недругов. Укройте от бед, защитите от боли, а я вас дам верностью, да будет так. Хлеб, соль с вами делю. Буду всегда сыта и богата. Берем, макаем соль и съедаем кусочек. Пулей меня не убить, ножом не ранить, словом не унизить, колдовством не извести. Я под защитой всех богов, всех демонов и всех духов. Пусть живая вода будет вами благословлена и мне сил придает. Да будет так. Между вами и мною да будет мир. Заклято. Выпейте до конца. После того, как вы выпили воду, вас немножко будет качать, поскольку обновляется организм. Я вас уверяю, что утром головные боли, обессиливание, все такое пропадает. И вот такой ритуал хватает надолго. Но я все-таки вам рекомендую почаще благодарить эти силы. И вообще практикуйте и экспериментируйте. Берите богов любых пантеонов, берите любые ритуалы любых народов, поскольку у них у всех единый корень. Основа одна на самом деле. Эти самые духи, бесы, темные силы и так далее, это все имеет один корень. Где-то христианство сделало их темными, где-то в буддизме они остались как были богами. Понимаете? Чем больше вы будете пользоваться, чем
больше будете развиваться, тем сильнее вы станете назло всем. И никогда никто вас не сломит, потому что вы обращаетесь ко всем силам, потому что вы клонитесь всем силам мироздания, всем духам, всем божествам. Вы их всех почитайте, они все должны пользоваться у вас почетом, поскольку это силы, а силы заслуживают нашего поклонения и благодарности. И чем сильнее вы будете вот через эти силы, тем недоступнее будете для людей, которые хотели бы вам что-то сделать. Ваши работы будут получаться лучше всех. Ваши работы никто не сможет перебить. Вашу защиту в том числе. Я думаю, что вы меня поняли. Потому что когда вы работаете с разными силами, вы начинаете понимать, определяться, кому обращаться для того, чтобы были деньги, кому обращаться, чтобы была защита, кто лучше всех помогает избавиться от ненужных людей с дороги, кто лучше всех помогает по карьере подняться, кто защищает лучше. Понимаете? Вы начинаете определенно обращаться вот по разным вопросам к разным силам. Может быть, для кого-то это прозвучит странно и непонятно, но я вам разъясню, как бы приведу пример, сравню. Пожалуйста, в христианстве каждый святой покровитель покровительствует чему-нибудь. Кто-то покровительствует силе и армии, кто-то покровительствует материнству, кто-то тому и этому, кто-то плодородию и так далее. И по любому вопросу обращаются люди к определенному святому для каких-то решений проблем. Такое было всегда испокон веков. Всего-то поменялись имена святых и лики, наверное. Ну, вспомните древнее язычество. Каждый бог имел свою сферу влияния. Каждый из них за что-то отвечал. Правильно? Вот точно так же, если вы действительно практикуете, а магия это первая религия человечества, самая первая древняя религия человечества. То есть магия, по сути, это именно, как вам сказать, мироздание, это мудрость древности, это самая настоящая мудрость, от которой взяты и религии, и прочие направления. Это все взято из магии. Переделано просто, немножко изменено, но суть остается то же самое. И ни одна сила, ни церковная, ни иная, не способна перебить то, что вы сделали вот через самые-самые древние силы. Потому что те силы, они возникли не очень давно, относительно 2000 лет назад. И то многие из них искусственно созданы, многие из них на основе легенд. И многие святые реально не жили на земле. Просто это очень хорошая коммерция их придумывать и сочинять. А здесь на самом деле это те силы, к которым обращались поколения и поколения тысячелетиями. И они сильнее любых религий, любых новых направлений. Я думаю, что то, что я вам говорю, вам поможет в каких-то ситуациях. Всего вам хорошего и удачи.